Ситуация на Ближнем Востоке остается очень напряженной. Мирное урегулирование висит на волоске, и с каждым новым заявлением есть ощущение, что этот волосок вот-вот порвется. О возможной эскалации и почему Иран тянет с заявленным ранее ударом, обо всем этом говори сегодня с Цви Зильбером, израильским журналистом, главным редактором «Лучшего радио». Цви, здравствуйте. Шалом, здравствуйте, слава Украине. Всех приветствую. Героям слава. Спасибо большое, что вы присоединились к этому стриму. Вот заявление Reuters пишет о том, что, собственно говоря, вот эта вот возможность прекращения огня в секторе Газы якобы должно сдержать Иран от атаки на Израиль. Такую вероятность, как вы оцениваете, я имею в виду сдерживание Ирана, ну и прекращение огня в Газе, на каких условиях оно должно быть? Ну, прекращение огня в Газе — это то, что Иран сейчас вымогает. Это такой вот ядерный шантаж, и Иран видит, как практически весь западный мир пытается его остановить и отговорить от нанесения удара по Израилю. Иран использует эту ситуацию для того, чтобы добиться прекращения огня в Газе. Это ему нужно для того, чтобы стратегически сохранить одно из своих щупалец, которое называется Хамас. А Хамас именно с подачи ликвидированного Исмаила Хании выбрал курс на стратегический союз с Ираном и с шиитской вот этой осью зла. Поэтому Иран готов не отомстить Израилю, исходя из своих вот этих стратегических интересов, сохранить Хамас и сохранить вечную угрозу, которая будет исходить в адрес Израиля. Сейчас Израиль освободит террористов, пойдут инвестиции на восстановление сектора Газа, Иран начнет по-новому Хамас вооружать, и следующий уже удар, понимаете, этот удар, как известно, Хамас не согласовал с Ираном, и это был такой фальшстарт, потому что Иран действительно имел такие планы нападения на Израиль сразу с 7 фронтов. Но Хамас сделал фальшстарт, и поэтому во многом планы Ирана были сорваны. Но, возможно, в будущем Иран оставляет за собой такую возможность. И да, понимаете, такое состояние постоянной войны, в котором живет Израиль уже 75 лет, и мы видим, что радикалы по-прежнему не дают шанс какому-то мирному существованию, и значит, надо воевать, придется воевать и дальше. Но проблема-то, понимаете, в чем? Проблема в том, что наше правительство после 7 октября сказало, что все, больше этого не будет, мы больше не собираемся с этим мириться. Мы устраним и угрозу с юга, и угрозу с севера. Нам больше никто не будет угрожать никогда. И понятно, что этого можно добиться военным путем, либо политическим путем какого-то соглашения. Но вот пока мы такого соглашения не видим на горизонте. То есть если предположить, что соглашение о прекращении огня не будет включать в себя, скажем, какие-то гарантии того, что Хамас не будет вооружаться, какие-то гарантии того, что Хамас не будет оставаться у власти, какие-то гарантии того, что Хизбалла там разоружится, отойдет на 10 километров от израильской границы, то Израиль, конечно, может такое предложение рассмотреть. Ну а чисто вот это вот пустое бряцание оружием, что типа если не будет перемирия в Газе, то мы нанесем удар по Израилю. Ну, не знаю, у нас в Израиле многие очень готовы уже к этому удару и говорят, что хватит, сколько можно ждать, давайте уже, пусть они ударят, давайте уже мы им ответим и на этом поставим точку на Исламской Республике один раз и навсегда. Но Иран ведет сейчас такую, понимаете, очень интересную игру. Дело в том, что у них же теперь реформатор-президент, представитель лагеря реформаторов вместо погибшего или ликвидированного Раиси. И он ведет такую игру, типа такой курс на переговоры с Западом. Он заявил, в частности, что, оказывается, для Ирана не самое важное Газа. Это его сын, кстати, написал в социальных сетях, что
у Ирана есть свои внутренние вопросы, более горячие, более неотложные, и не Палестина для Ирана является самой важной проблемой, за что он сразу получил оплеух от КСИРа. Но, тем не менее, вот мы видим, как Зариф, бывший министр иностранных дел Ирана, тоже из лагеря реформаторов, который был при Роухани, да, которого считают одним из отцов этой иранской ядерной сделки. Он подал в отставку, да, он не хочет быть причастным там, к нанесению удара по Израилю. И вот мы видим, что что-то там такое варится, и Иран подает некие сигналы, что он не заинтересован в войне, он вообще не хочет идти на конфронтацию с Западом, и что он должен ответить исключительно по понятиям Ближнего Востока, по пацанским понятиям Ближнего Востока, живущего еще какими-то принципами средневекового варварства. Но типа, если Израиль пойдет на прекращение огня в Газе, то Иран сможет объяснить это Ближнему Востоку, что вот они такие миролюбивые, что можно прям вот прослезиться, какие они миролюбивые и готовы пока не отвечать Израилю на ликвидацию Исмаила Хании ради того, чтобы в Газе установился мир. Ну, на самом деле, ради того, чтобы сохранился Хамас. Поэтому, несомненно, усилия будут продолжаться, и мы можем видеть, что американцы подкрепляют свои доводы еще и 4 авианосными группами, и подводными лодками ядерными с томагавками, и стратегической авиацией, то есть практически подогнали на Ближний Восток огромное количество именно стратегических сил, что свидетельствует о том, что в случае чего по Ирану могут быть нанесены очень тяжелые удары, в том числе и по ядерной программе, в том числе и по другим объектам. Поэтому я думаю, что это тоже, конечно же, работает. Но и в Иране сегодня экономическая ситуация такая, что они понимают, что им бы лучше выйти из-под санкций, потому что мешки золота, которые они получают из России, это, конечно, хорошо, но куда это золото уже складывать там некуда. Вот. Но, тем не менее, им нужны доллары, им нужна валюта и валютные средства для того, чтобы как-то поддерживать свою экономику, где огромное количество, огромный процент ВВП идет на помощь всем вот этим террористам по всему Ближнему Востоку, всем этим так называемым прокси. Иран подумывает о том, что как бы так нам нормализовать, использовать эту ситуацию в лучшую сторону для себя, возможно, снять санкции. Ну и на горизонте замаячил Трамп, и Иран очень опасается этой перспективы. Как мы знаем, Иран даже ведет в социальных сетях работу против Трампа и хакерские атаки на предвыборный штаб Трампа. Так что там не все так просто. Там довольно сложная такая игра, многоходовочка. Но шансы на то, что все-таки что-то будет, какой-то удар по Израилю, скорее всего, ограниченный, скорее всего, что-то похожее на 14 апреля, что-то ракетно-дроновое. Да, и я примерно считаю, что такая же вероятность есть у того, что удара не будет, и в конце концов Иран как-то с этого дерева слезет при помощи международных усилий. Вот то, что писали CNN, что Яхья Синвар, он заговорил о том, что он действительно готов к перемирию, то, о чем вы сказали. И самое главное, что и Беньямин Нетаньяху вроде как не против заключить это перемирие, и даже несмотря на то, как это повлияет на его правительственную коалицию. Это то, что пишет CNN, но против израильский эстеблишмент. Вот как по-вашему, кто в Израиле реально может быть против вот этого вот перемирия? Это не перемирие, а, скажем так, сделка. Да, сделка — это, в общем-то, одна из основных возможностей вернуть наших заложников, хотя бы часть. Да? Но никто же не против сделки. Все зависит от того, на каких условиях. У Израиля есть свои условия, своя позиция, а у Хамаса есть своя позиция. И разница только состоит в том, то есть все там остальные технические детали, как утверждение поименного списка террористов, которые должны быть освобождены, и в какие сроки, и сколько заложников на первом этапе, и какие переговоры, это все технические детали, которые особого значения не имеют. Но главная деталь, которая
до сих пор является вот этим нолем знаменателя, делением на ноль, это то, что взаимоисключающее. Да? Израиль хочет обменять заложников и потом продолжить выполнение двух остальных целей этой войны, именно свержение власти Хамаса, уничтожение власти Хамаса и устранение угрозы. Ну а Хамас хочет, чтобы сделка привела к постоянному перемирию и началось восстановление Газы. И значит, власть Хамаса сохранилась. То есть, ну, представляете, что это просто другая картинка. Да? Синвар вылезает из бункера с этой тряпкой и становится победителем на весь мир. И уж для этого постараются и BBC, и CNN, и все другие дружественные Хамасу средства массовой информации мировые. Поэтому такой сценарий неприемлем не только для Биньямина Нетаньяху, но и для Израиля. Понимаете, насколько я могу понять эту ситуацию, Израиль настолько беспутно, настолько бестолково там в этой Газе что-то там массирует, настолько там перегоняет палкой в воду. Здесь еще 2 террористов, здесь подорвали какой-то склад, здесь еще нашли 1 ракетную установку, здесь нашли, там нашли. Это просто ловля блох, это бесконечно. И у меня складывается впечатление, что то, что происходит сейчас, это охота на Синвара. Нетаньяху нужна эта картинка. Деф ликвидирован, Хания ликвидирован, сейчас еще Синвар, и это действительно будет картинка победы, после которой Нетаньяху сможет пойти на перемирие. И на перемирие, и на сделку с постоянным перемирием, потому что это будет картинка победы. И действительно в Израиле это так все и воспринимается. Вот такой был, знаете, бустер моральный, когда ликвидировали Дефа, потом Ханию, потому что у нас тут многие уже просто опустили нос, все такое депрессивное, все такое гнетущее, но вот когда мы видим достижения наших спецслужб, то это такой бустер моральный, добавляет нам морального духа. Вот. Поэтому мне кажется, что то, что сейчас происходит, это просто тупо охота на Ханию и больше ничего. Ханию, разумеется, Хания говорит, фу, Синвара, никакого не Хания. Хания уже отправился к горям, извините, оговорился, идет охота на Синвара. Синвара, разумеется, такой исход этой войны не устраивает. Он-то хочет, во-первых, он хочет жить, он, хотя и кричит, что он шахид, но на самом деле жить-то он хочет. И он хочет выйти победителем, он хочет быть героем всех террористов во всем мире, поэтому он сейчас будет говорить все, что угодно. Понимаете, Синвар врун. Вот есть такие фигуры, скажем так, даже в стане наших врагов. Вот мы знаем, что к ним надо прислушиваться. Вот Насралла, например, генеральный секретарь Хизбаллы, он просто так молоть чушь не будет. То есть, конечно, он занимается пропагандой, но как бы надо прислушиваться к тому, о чем он говорит. К Синвару можно не прислушиваться, это чистое рафинированное вранье, и я вам больше скажу, до того, когда уже подготовка шла к нападению 7 октября, Синвар вдруг начал раздавать интервью арабским средствам массовой информации, в котором говорил, что типа вот я старый солдат, и, конечно, если будет надо, я снова буду стоять с оружием в руках и воевать за мой народ. Но вот надо мириться, надо мирное существование, надо строить будущее, развиваться экономически, создавать рабочие места и все вот это вот. Во что Израиль поверил с большой охотой. У нас был запрос на такой Хамас, который хочет строить в Газе Сингапур на вот эти... Ну, слушайте, если бы изначально они хотели строить Сингапур на такие огромные бабки, которые вливались в палестинских беженцев, они давно могли построить там очень даже Сингапур. Но вместо этого они рыли туннели и строили примитивные ракеты. Это то, что там происходило. Но Синвар при этом раздавал интервью, что типа вот старый воин, но он хочет мира и благополучия, и снятия блокады, и договоренностей, и палестинского единства, и всего этого такого. Поэтому я бы не прислушивался к Синвару. Я надеюсь, что его дни уже считаны, что его судьба предрешена, и в ближайшее время мы его найдем. И на этом война закончится. Закончится страдания Израиля, закончится страдания жителей Газы. И это будет та картинка, которую хочет Биньямин Нетаньяху. А потом уже поговорим о сделке, об освобождении заложников. Может, вообще никакой сделки не понадобится. Там уже посмотрим.
Вы заговорили о том, что Израиль, он находится в зоне постоянного конфликта. Вот это вот ощущение, когда со всех сторон есть какие-то враги. Вот как, по-вашему, может разрешиться конфликт на Ближнем Востоке и как эта напряженность может сойти на нет? И может ли? Вы понимаете, этот конфликт на Ближнем Востоке имеет такие давние корни в истории, что трудно поверить, что мы в одно утро проснемся, и его прям не будет. Но если там себе представить, да, давайте построим воображаемый Ближний Восток, давайте себе представим, что нет иранского режима, давайте себе представим, что нет Хамаса. Давайте себе представим, что, если нет иранского режима, значит, все эти прокси, все эти хизбаллы, все это тоже становится маленьким и безобидным. Да, почему нет? В такой ситуации, я думаю, что мы могли бы договориться с палестинцами о, не государстве, конечно, но каком-то самоуправлении и решили бы вопросы с их правами личными, да, при сохранении еврейского характера государства Израиль без каких-либо там перемещений населения и других разных всяких неприятных бедствий. Вот. Этот конфликт подогревается искусственно. Я вам больше скажу, палестинская идентификация, нет же никакой палестинской отдельности, да, это все придумано было на Лубянке. Палестинцы абсолютно ничем не отличаются от всех окружающих нас арабов. У них нет ни своего диалекта, они разговаривают точно так же, как в Саудовской Аравии. Кстати, очень близкий к литературному арабскому язык. Никаких культурных особенностей, там, не знаю, какой-то своей кухни, вот они придумали эту кафию арафатку, которую носил Арафат. Но это абсолютно искусственно именно потому, что Арафат ее носил, потому что такой головной убор был распространенный в других странах. И, соответственно, я не говорю, что эта идентификация не существует. Несомненно, она существует после стольких лет. Она была создана искусственно, но сейчас она существует, и это факт. Но она была построена именно на вот этой вот жертвенности, что они жертвы, им все должны, они жертвы, они несчастные, они плачут на камеры, женщины рвут на себе волосы, дети плачут и утирают кровь. Это вот эти все картинки, на которых создавался палестинский народ. Они жертвы, на которые весь мир собирает деньги, которых весь мир жалеет, и чем больше там будет жертв, тем лучше для вот этого фандрайзинга. И как это сегодня расхлебывать, я не знаю, но в любом случае суверенное государство, создание суверенного палестинского государства — оно не является какой-то такой ультимативной истиной. Израиль в 1993 году по глупости на это согласился, когда подписал соглашение Осло. Но пусть кто-нибудь даст мне ответ на вопрос, почему палестинский народ обязательно, у него есть справедливые чаяния, ему обязательно надо создавать его независимое государство, которого никогда не существовало, как и не существовало палестинского народа. Словом, палестинцы называли евреев, которые проживали в британской подмандатной территории, которая называлась Палестина. Понимаете? И, соответственно, возьмите, например, курдов. Да? Почему курды не имеют права на самоопределение? Огромный народ, самый большой народ на Ближнем Востоке, который не имеет своего государства, который рассредоточен на территории Турции, Ирана, Ирака и Сирии. Почему курды, которых свой язык, своя религиозная текстура, там есть представители всех религий, своя музыка, своя литература, своя кухня, все абсолютно, все признаки, что это абсолютно отдельный народ, абсолютно отдельная нация, у которого тоже есть чаяние создания своего государства когда-нибудь в будущем, которые тоже хотят объединиться, быть вместе. И почему никто не поднимает этот вопрос, никто даже не заикается о том, что надо создать курдское государство, а вот палестинцы, которые абсолютно ничем не отличаются от всех окружающих их арабов, они непременно должны получить свое государство. Это абсурд. И второе, я не понимаю, что даже если мы говорим о каком-то палестинском государстве, понимаете, тут же такие размеры всего этого, что никто даже не представляет, потому что обычно рисуют такую большую карту Израиля, и если вы там опросите людей на улицах, они
там скажут, что это какая-то там гигантская страна. Потому что, поверьте мне, что Израиль вместе со всеми территориями, его площадь составляет 20 тысяч квадратных километров. Это микроскопическая территория, а палестинское государство предполагается создать на территории 6 тысяч квадратных километров. То есть, просто вот ерунда, просто не о чем говорить. От Иерусалима до Рамаллы, которая там сейчас столица палестинской автономии, можно за 10 минут дойти пешком. Это все очень маленькое. И я не понимаю, почему, например, еврей вот по национальности, да, может жить, например, не знаю, в Киеве, в Гамбурге, в Нью-Йорке, в Абу-Даби, в Дубае. Почему еврей там может жить, в Берлине, а вот в Хевроне еврей не может жить? Да? То есть палестинское государство должно быть создано после того, как все евреи до последнего будут оттуда депортированы. Вот объясните мне, я не понимаю вот эту вот логику, почему надо создать палестинское государство, где не будет ни одного еврея, то есть Юденфрай, как у Гитлера, чисто от евреев. А вот государство Израиль должно быть населено всеми, не только арабами, у которых есть израильское гражданство сегодня, но и беженцами со всего мира, которых они записывают и передают это беженство на протяжении бесконечного количества поколений. То есть они уже там набрали их 6 миллионов, и они требуют, чтобы все они получили право вернуться на территорию Израиля и непременно получили израильское гражданство, что означает, конечно же, сразу, что Израиль тоже превращается в арабское государство. Да? Вот такого палестинского государства, конечно же, никогда не будет. Мы не собираемся совершить коллективное самоубийство. Поэтому надо искать какие-то новые пути урегулирования, отказаться от этой идеи непременно решения палестинского вопроса в рамках нового независимого государства, который, если его создавать так, как это было намечено в Осло, и при нынешних условиях, при существовании Хамаса и иранского режима, то, несомненно, это будет еще одно террористическое раковое государство, с которым Израиль будет вести постоянные войны, непрекращающиеся, и все, что из этого следует. Но если мы представим Ближний Восток без иранского режима, без искусственного нагнетания этого конфликта, без всех вот этих сил, которые распиливают ООНовские миллиарды на палестинской проблеме, то я думаю, что мы нашли бы решение проблемы, и достаточно уже сегодня арабских государств, которые готовы признать право Израиля на существование как еврейское государство, стать органичной частью Ближнего Востока. Мы видим, что все больше и больше арабских стран устанавливают с Израилем отношения, причем хорошие отношения. И это, в общем-то, дает надежду, если будут нормализованы наши отношения с соседними странами, разумеется, кроме Сирии, где еще находится путинская армия, да, скорее всего, но мы надеемся, что наши отношения с соседями будут нормализованы, и тогда мы сможем, не опасаясь за свое существование, спокойно садиться и обсуждать, потому что мы совершенно не хотим оккупировать другой народ, мы совершенно не хотим диктовать другому народу, как им жить, но это не означает, что мы должны здесь создавать какое-то искусственное, карликовое, нежизнеспособное государство, просто и потому, что кто-то из принципа этого сегодня в мире добивается. Хочется поговорить немного о той поддержке, которую Соединенные Штаты сейчас предоставляют Израилю. Вы заговорили о том, что очень серьезное вооружение подтянуто, в том числе и ядерные подлодки. Как по-вашему, почему Израилю сейчас предоставляется такая огромная, прошу прощения, поддержка со стороны Соединенных Штатов для отражения этой атаки, возможной атаки иранской, и в то же время, когда наши ВСУ сейчас находятся на территории Курской области, Украине до сих пор не дали обычную простую вещь, то есть бить дальнобойным оружием по территории России. Это то, что нам сейчас настолько необходимо. Потому что якобы Соединенные Штаты боятся эскалации ядерной.
Вот две ситуации. Вы сами ответили на этот вопрос. Понимаете, вот если бы Украина не согласилась подписать Будапештский меморандум и оставила бы себе ядерное оружие, вы думаете, Путин бы напал? Да нет, конечно. То же самое Израиль. Конечно, у Израиля ядерного оружия никогда не было и нет, но если надо будет, он его применит. Причем американцы пригнали одну свою подводную лодку, которая называется «Джорджия». Да? У Израиля своих-то лодок есть 7 со стратегическими ракетами. Поэтому, понимаете, если мы вернемся на 50 лет назад, вот была война судного дня. Война судного дня. Да, вот ровно 7 октября, нападение 7 октября произошло просто на следующий день после даты, когда вот мы отмечали 50-летие начала войны судного дня. Ровно через 50 лет и один день, да, они снова напали. Война судного дня была для Израиля очень тяжелой. Во-первых, нас тоже застали тогда врасплох. Во-вторых, демократическая администрация, ну вот тут главную роль играл Генри Киссинджер, который вот недавно отошел в мир иной, демократы, демократическая партия, которые играли в свои игры с Китаем, Советским Союзом. Надо не забывать, что это была холодная война. И Киссинджер в буквальном смысле торговался с Голдой Меир за каждый патрон. И вдруг в какой-то момент Киссинджер выходит с тайного заседания и говорит, что Израиль получит все, что ему нужно, и Америка открывает в буквальном смысле воздушный мост, по которому, ну, совершенно невероятными усилиями в Израиль поставляется все, включая самолеты, танки, ну просто вот все от и до по списку, причем очень-очень быстро. И европейские страны, которые тогда опасались арабского бойкота, арабские страны уже объявили, что объявят бойкот, и ни одна европейская страна не разрешила американским самолетам совершить посадку для дозаправки, и только как Португалия на каком-то дальнем своем острове, который как бы не совсем и Португалия является, вот они дали им какой-то военный аэродром, на котором они там дозаправлялись и летели в Израиль, и буквально в течение считанных дней Израиль получил все вооружение, которое ему было нужно для того, чтобы отбить нападение арабских армий Сирии и Египта. И, ну, фактически это была война с Советским Союзом. Там были, Сирия и Египет были вооружены до зубов самым последним советским оружием, не было нужды ни в чем. Там были советские офицеры, советские инструкторы, советские летчики. Это фактически была война с Советским Союзом, поэтому понятно, что Израиль сам захлебывался. Ну и вот документы, которые просачиваются время от времени, да, вот я советую послушать Марка Солонина. У него есть целая серия видео, записанная на его YouTube-канале про войну судного дня. И он тоже видел раскопал эти документы, но в Израиле они тоже публиковались. Есть предположение, что Голда Меир сказал на этом заседании, что у Израиля не остается другого выхода, и Израиль применит ядерку. И в этот момент американцы для того, чтобы предотвратить это, немедленно дали все, что было нужно для победы. Вот в этом, я думаю, вся разница. И, по всей видимости, Биньямин Нетаньяху во время своего недавнего визита в Соединенные Штаты Америки разговорился откровенно с представителями Демократической партии, потому что вы понимаете, что демократы последние, кто будет проявлять какую-то воинственность, тем более Байден по отношению к Ирану. Байден был первый, кто хотел немедленно вернуться в иранскую ядерную сделку сразу после инаугурации. Сразу после инаугурации, буквально на следующий день, начались переговоры с Ираном. И только тупость иранских аятолл, вот эта их косность и фанатизм, да, предотвратили то, что, в общем-то, не состоялось возвращение сделки, хотя Байден отменил большую часть санкций. Но мы видим, что сегодня вдруг ни с того ни с сего у Байдена появляется какая-то супермотивация, он посылает на Ближний Восток огромные силы для того, чтобы остановить Иран. И я думаю, что, ну, по крайней мере, это мои объяснения, да, у меня нет каких-то инсайдерских источников, но это мои объяснения, и вот вы сами сказали, да, если бы Украина не подписала Будапештский меморандум и не отдала бы свое ядерное оружие, то она сейчас была бы в безопасности, и я в этом абсолютно уверен.
Тут, знаете, вопрос еще все-таки какой-то мировой архитектуры безопасности, потому что получается, что в опасности находятся все страны, у которых нет ядерного оружия, а таких достаточно много. И Украина сейчас борется за свое выживание. К сожалению, это так. Спасибо вам большое за этот разговор. Так, я просто буквально одно слово хочу добавить. Ядерное оружие, оно на то и ядерное оружие, что оно стратегическое. То есть это как бы теоретическая угроза, после озвучивания которой, да, все, в общем-то, должно остановиться. Для этого и ООН создавал в свое время. Но Путин выпустил этого джина из бутылки, и да, сегодня вот эта риторика пошла вовсю, к сожалению. К сожалению, эта риторика пошла вовсю, и это подогревается такой нерешительностью тех же демократов. Вместо того, чтобы сказать, что в ответ на ядерный удар России будет нанесен ядерный удар по России, они говорят про то, что будет только удар конвенциональным оружием, и вот это как бы снимает вопрос ядерного сдерживания. Нет ядерного сдерживания Путина, потому что ему сразу обещают, что ответный удар будет конвенциональным оружием. Так это работает. К сожалению. Спасибо вам большое за этот разговор. Цви Зильбер, израильский журналист, главный редактор «Лучшего радио», был гостем этого стрима. Всегда рад. Всего доброго.